Чего ждать от санкций США, которые должны быть объявлены сегодня? Не хотелось бы прогнозировать или делать громких заявлений. Во-первых, решения принимают Соединенные Штаты, и прямого влияния на это решение мы не имеем. Однако я могу рассказать о том, какая работа была проделана НАУ, и сформулировать ожидания, основываясь на этом. Я говорю об аналитической записке, которую мы подготовили ранее. О чем идет речь в аналитической записке, подготовленной Народным антикризисным управлением? Вкратце, мы делаем акцент на вторичных, экстерриториальных санкциях. Это уникальный инструмент в руках США. Его использование позволит блокировать лазейки для обхода санкций режима. Если такие санкции будут приняты, мы будем считать, что добились своих целей. Отмечу, что записка находится в открытом доступе, ее можно найти на сайте Народного антикризисного управления. Однако, чтобы у режима не было возможности заранее принять контрмеры, часть опубликованной записки была скрыта. Но наши американские партнеры, конечно же, получили доступ к этому тексту. Когда будет опубликована скрытая часть аналитической записки? Когда санкционный пакет США будет озвучен, мы опубликуем обоснования по тем скрытым пунктам записки, которые в него войдут. И уже на основании соответствия изложенного нами видения по усилению экономического давления на режим и его соответствия санкциям, которые будут фактически приняты, мы дадим более развернутый комментарий. Какие еще способы внешнего экономического давления на режим могут быть использованы в ближайшее время? Кроме санкций, ключевая точка давления и приложения усилий – это наша кампания противодействия получению режимом Лукашенко доступа к ресурсам МВФ. И сейчас эта кампания выходит на финишную прямую и находится в самой горячей фазе. Решение о распределении МВФ специальных прав заимствования на сумму в $1 миллиард уже принято. Оно вступит в силу 23 августа. И на текущем этапе самое главное – блокировать доступ для режима Лукашенко к СДР, счету Беларуси в Международном валютном фонде, куда будут распределены и перечислены именно эти кредитные ресурсы. Именно на это направлены все наши усилия. Что конкретно делает сейчас НАУ, чтобы заблокировать получение миллиарда режимом Лукашенко? Мы ведем активную совместную работу с диаспорами в разных странах мира. Мы подготовили шаблоны писем для белорусов зарубежья, чтобы они отправили их представителям своих стран в Совете управляющих МВФ. В письмах изложено наше требование блокировать доступ к СДР-счету для нелегитимного правительства Лукашенко. Мы предлагаем использовать прецедент Венесуэлы. Как мы знаем, именно по причине непризнания легитимности правительства Мадуро ему уже было отказано в доступе к ресурсам МВФ. Кроме того, нам удалось вовлечь тысячи белорусов в донесение нашей позиции до руководства МВФ посредством социальных сетей. И, пользуясь случаем, мы призываем каждого включиться в этот процесс. Инструкция о том, каким образом донести нашу позицию до МВФ и помочь блокировать для Лукашенко доступ к $1 миллиарду, находится в соцсетях НАУ, а также в моих личных социальных сетях. Что будет, если цели кампании по блокированию миллиарда от МВФ для режима будут достигнуты? Важность этой кампании сложно переоценить, так как в случае успеха режим Лукашенко не просто не получит миллиарда. Его будет ждать дефолт по евробондам на сумму более $3 миллиардов, так как они выпускались в том числе под условия доступа Беларуси к ресурсам МВФ. Кроме того, это очень затруднит получение режимом займов от России, так как доступ к ресурсам МВФ также является условием их получения. Поэтому содержание санкций мы оценим после их публикации, а сейчас мы вместе должны добиваться дефолта для режима Лукашенко, ведь это может стать мощнейшим триггером и фактором для его падения в будущем.